Всем привет! Видеообзор очередной фотоловушки. Раньше они назывались, да и сейчас их называют фотоловушкой, но по сути это камера, встроенная в замаскированный корпус, подготовленный для использования, можно сказать, в тяжелых условиях. Модель галочкой отмечена, бывает такая модель, бывает Wi-Fi. Это 4G фотоловушка с возможностью работы по сим-карте мобильного оператора удаленно. Спецификация есть, и в общем-то все характеристики, все здесь уже и понятно из упаковки. Стандартная, в общем-то, комплектация для всех фотоловушек. Хорошая инструкция, 4К разрешение, формат сжатия H265, фото 30 мегапикселей, видео разрешение 8 мегапикселей и 4G. На английском языке, и все подробно, все отлично описано. Этот вариант фотоловушки чем интересен? Тем, что это фотоловушка с бесплатным облаком. Далее посмотрим. Приложение для удаленного отслеживания. Также есть в инструкции Santec-Cam. И QR-коды сразу для скачки на Android и айфоны. Сама фотоловушка, в общем-то, в привычном корпусе. И она легкая. Прошлый вариант, который я обозревал, была сразу увесистая. И можно понять уже даже, когда ты ее берешь в руки, да даже когда берешь коробку, что вес небольшой и она не имеет встроенных аккумуляторов. Этот вариант у нас для использования с батарейками или же со съемными аккумуляторами по типу 2А. Дальше комплектация все такая же. Ремень для крепления с зажимом, 4G антенна мощная с колпаком герметизирующим, герметичным, пинцет для установки и изъятия карты памяти и сим-карты, и кабель USB-A и микро-USB. Для, наверное, для зарядки, в случае, если вы установите съемные аккумуляторы, хотя съемные аккумуляторы, если у вас будут, то понятно, что для них, скорее всего, будет и зарядное устройство. Все, в общем-то, все так же. Датчик движения инфракрасный, модуль с ИК невидимыми светодиодами, которые невидимы ни человеческому глазу, даже красных точек не видно. И, соответственно, звери также в ночном режиме не будут видеть эту ловушку никаким образом. Светодиоды информационные о состоянии работы фотоловушки. В сети, не в сети. И зелененький это фотоэлемент, переводящий фотоловушку в день-ночь. Антенна, разъем для прикручивания. Прикрутили и колпак опустили. И штативная резьба металлическая. Может, на штативе хотите использовать. Здесь есть разъем для подключения блока питания. 9-12 вольт 1,5 амперного. А в комплекте такого нету. Кабель вообще идет с микро-USB разъемом. Дальше посмотрим. Скорее всего, для подключения, кабель для подключения фотоловушки к компьютеру. Например, хотите сбросить информацию или перепрошить, то ее можно будет подключать. Слот для карты памяти и, в общем-то, вот слот под сим-карту тут. Для сим-карты слот в этом месте. Для полноразмерной. Кстати, сейчас уже ее и установим. Контактами вниз. Здесь должно быть... Нет, не нарисовано. Но по-другому, наверное, не поставить. Таким вот образом и доводим. Карты памяти до 128 гигабайт поддерживает. Установлю на 32. Хотите, чтобы дольше сохранялась информация? Также до защелкивания контактами к плате. И есть кнопка включения, выключения, трехдиапазонная. Среднее положение тест,
активируется дисплей, настраиваем ловушку, переводим после всех настроек внесенных в положение вкл, он, гаснет дисплей и ловушка устанавливается на место ее работы. Аккумуляторный отсек, то есть отсек для батареек, ну также и для аккумуляторов, потребуется 8 штук. Также есть такие аккумуляторы, в случае чего, понятно, что батареек не напасешься, но можно взять аккумулятор и купить. Также к ним лучше желательно зарядное устройство. Согласно полярности устанавливаем батарейки. Есть такие варианты с встроенными аккумуляторами. Что лучше? Ну, у всех есть свои плюсы, свои минусы. Плюсы батареек тем, что они не так боятся морозов, как аккумуляторы. Аккумулятор литиевый, в особенности на морозе, быстро теряет свою емкость. То есть быстрее теряет, чем батарейки. Батарейки, в общем-то, можно сказать, морозов не боятся, ну, в определенной степени, до адекватной температуры. Данную фотоловушку вы можете приобрести уже в Украине. Смарт-хата. Ссылка также будет на магазин с ловушками в Украине. Там очень много различных фотоловушек уже тут в Украине, которые вы можете приобрести по приятным ценам. Минус батареек, что они дорогие. Нормальные батарейки дорого стоят. И опять же менять надо, покупать новые аккумуляторы. Понятно, что можно подзаряжать и дальше использовать. Плюс еще какой ловушек со встроенными аккумуляторами. Тот, что можно солнечную панель еще подключить к фотоловушке, и она будет подзаряжать, плюс еще встроенный аккумулятор. Батарейки, с батарейками такое не пройдет. Батарейки заряжать не будешь, поэтому получил уведомление, что слабое напряжение уже исходит от блока питания, и покупаешь батарейки, едешь менять. Приложение SunTech Cam на iPhone для Android также есть в Play Market. Перевожу переключатель в среднее положение. Загружается устройство. Плюс еще какой дисплея огромный, что ты вносишь настройки, если тебе неудобно со смартфона, можно и со смартфона вносить, но именно с устройства ты внес настройки и установил полностью ловушку, то есть смартфон использовать для этого не обязательно. Если тебе, например, нужна работа фотоловушки, например, вообще без интернета, ты ее настроил, и она фиксирует все движения, просто работает как обычная камера видеонаблюдения, но без удаленного доступа. Надо удаленный доступ, будешь получать на смартфон все моменты. По значкам очень классно, что есть по питанию информация по заряженности. Как всегда, температура, где-то тут встроенный датчик, поэтому 22 градуса. Но в общем-то также сейчас в помещении такая температура и есть. Дата, время, в общем-то все полезное. И уже активна ловушка, то есть видите облако и стоит галочка. Уже в интернете зарегистрировалась она, и уже в облаке она доступна. Сигнал мобильного оператора видите, одна палочка, такой у меня здесь сигнал. Вынесу на улицу, там немного больше должно быть. Установлена карта памяти, скорее всего, или сим-карта, значок. В настройки меню сразу давайте язык поменяем. Так, окей. Окей. Что интересно сразу, тип батареи. Вот так вот. Угу. 1,5 вольтовые или 1,2 вольта или аккумулятор литиевый. Чувствительность датчика движения по умолчанию высокий. Перезапись на карту памяти, цикличная запись включена. Будет сверху писать, если заполнится карта. Сверху старых роликов новые будут записываться. ISO, понятно, регулировка или автоматом, или вручную. Серия из фото. Таймлапс. Временной интервал. Размер фото. Такие вот параметры. Можно менять разрешение. Запись звука. Включить-выключить. Длина видео по
по определению 10 секунд, 30, 60 или 90. Ну, 10 по умолчанию пускай стоит. Разрешение видео 4К, 5 мегапикселей, то есть 8, 5, 2 и 1 мегапиксель. И VGA качество. Самое легкое, и, соответственно, чем больше разрешение, тем лучше видео качество, тем больше будет заниматься места на карте памяти и в облаке. Чем меньше разрешение, тем видео хуже, но и занимает меньше места. Здесь уже нужно выбирать, что вам нужно. Режим фото плюс видео, что сохранять при работе камеры, или перевести ее в таймлапс, или же чисто видео. Device ID, QR-код для устройства, то есть скачки приложения на смартфон для айфона и для андроида. Сброс, наверное, к заводским. И здесь Device ID. Нам нужно взять вот этот QR-код, зайти в приложение. Не просит никакой регистрации. Удивлен. Жмем плюс и сканируем QR-код ID устройства. Пароль по умолчанию 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это я прочитал в инструкции. Разрешение разрешаем. Быстро. Очень все быстро. Камера работает, фотоловушка работает через сим-карту мобильного оператора. Я зашел на нее по домашнему Wi-Fi. Видите, задержка. Соответственно, видели вы, какой сигнал мобильного оператора. Будет хороший сигнал мобильного оператора и, соответственно, интернет со стороны фотоловушки. Будет все работать отлично. Будет все летать без вопросов. Сейчас вот такой вот. Но факт подключения есть. Дальше на улице уже посмотрим факт работы. Что интересно еще? Приложение русифицированное, видите, все, в общем-то, удобно, классно. Запись на смартфон включить, короткую, сделать фото на смартфон также. Отправлено с помощью смс. Ну, файлы устройства. Устройство не в сети. Зайти на карту памяти ловушки. И здесь статус. Смотрим качество сигнала, батарея, процентная заряженность, SD-карта 0%, скорее всего, еще просто ничего не записано. Модель, версия ПО, последний сеанс и температура. Ну, очень такие информативное приложение. Все супер, все, что нужно. Дальше настройки. И тут видим те же самые настройки, что мы настраивали фотоловушку с дисплея. Режим фото-видео, задержка мгновенно, размер фото, разрешение, серийная съемка, чувствительность, имя камеры, идентификационный код, ID камеры, поделиться устройством, код страны, летнее время, настройки видео. Поставил я сейчас с разрешением 1080p, вон там именно поставил в настройках, и вы видите, здесь также изменилось. Почему уменьшил разрешение? Ну, надеюсь, что не так будет зависать при плохом интернете. Вынесу на улицу и увеличу разрешение до максимума. Длина видео, в общем-то, все вот здесь вы можете настраивать. И это все вы можете делать удаленно. Фотоловушка у вас установлена на даче, в лесу, на пасеке, где вы там ее замаскируете, установите для скрытого видеонаблюдения, фиксации обстановки. Есть там сигнал хороший мобильного оператора. И из дому вы сможете с приложения вносить какие-то коррективы, изменять настройки, заходить на карту памяти. Все это можете делать удаленно. При условии, что хороший интернет со стороны фотоловушки. Ну и у вас, я думаю, дома должен быть также нормальный интернет для приема. По расписанию работа, перезапись, единица температуры, формат даты, формат хранилища, удалить камеру, форматировать, скорее всего, карту памяти. По сути, это камера видеонаблюдения, IP-камера видеонаблюдения, автономная, со встроенным датчиком движения. Алгоритм работы этих камер, пробуждение камеры от датчика движения. Или второй вариант пробуждения, когда ты заходишь со смартфона на приложение, открываешь камеру, и она пробуждается. Все это время, пока нет перед ней движения инфракрасного тепла,
а инфракрасное тепло выделяют движущиеся люди, движущиеся автомобили, животные, то камера в режиме сна, в режиме экономии аккумулятора. Вот если перевести в режим работы, третье положение, идет время отчета, если видно циферки, и дисплей выключается. То есть ты настроил ее, поставил, закрыл, здесь герметично все, толстая прокладка идет, вот даже играет при закрытии, крышка упирается в прокладку, в герметичную. И камера работает, спит, пока нет движения, активируется, когда есть движение. В режиме сна у нее идет минимальное потребление с аккумуляторов. Вопрос, который часто люди задают, будет ли активироваться датчик движения через стекло. Например, я поставил камеру или ловушку на подоконник на даче, чтобы ее не украли, и через стекло она смотрит, будет ли реагировать инфракрасный датчик движения. Нет, не будет. Через стекло инфракрасный датчик движения не видит инфракрасное тепло, движущееся от предметов. Поэтому нужно непосредственно ставить устройство в том месте, где вы хотите фиксировать. И есть определенное расстояние, на которую срабатывает датчик движения. В среднем это, наверное, около 10-15 метров. Ну, может, сейчас уже какие-то чувствительные идут и на большее расстояние, но больше 15 метров я не встречал. Приходят уведомления от приложения по обнаружению движения перед камерой. Картинка на смарт-часах не открывается, просто уведомление. Здесь на смартфоне такое вот уведомление, заходим, и что мы сразу получаем? Получаем дата, время, фото и видео. И видео также со звуком. И с очень классным разрешением. Блин, ну тут сразу видно по вот этим даже моментам, что разрешение серьезное, и даже по видео не скажешь, что это вот такое устройство записало вот такое вот качественное видео. И смотрите один момент, это все сохраняется на облаке. То есть при покупке этой фотоловушки ты получаешь просто бесплатное хранилище облачное. Тревожные сразу кидаются на облако, соответственно сохраняется на карте памяти. Ты можешь зайти, открыть устройство и тогда зайти на файлы устройства. Но смысл, когда вот тебе, в общем-то, в облаке все сохраняется. И это доступ на облако, а не на фотоловушку. На облачное хранилище. Установил фотоловушку, просто стяжками прикрепил к стойке ворот. Очень удобно так временно где-то прикреплять это устройство. В онлайне картинка хорошая, и вот так можно засветлять, это фишка приложения, картинку, полностью рабочий стол. Я вам скажу, что качество, в общем-то, очень таки хорошее, но все зависит, опять же, от качества интернета. Вот в 4К разрешении, в максимальном, у меня фотоловушка плохо открывается. Ставлю 2 мегапикселя, 5 мегапикселей, открывается, в общем-то, нормально. И вот я могу ее отслеживать. Статус. Сигнал, хотя показывает вот такой, уже показывает заполнение карты памяти, батарея. Местоположение, кстати, может также показываться. Приложение показывать устройство, нажмете, и там геопозиция, все на карте, увидите местоположение фотоловушки. И что сразу нравится, когда открываешь приложение, сразу тебя бросает в облако. И вот уже куча роликов и фото сохранено именно в облаке. И облако бесплатное. Вот фото, я вам скажу, отличного качества. Супер качество. Вот именно, не знаю насколько 36 мегапикселей, но при таком вот цифровом зумировании, просмотре на большое расстояние ты можешь приближать, с хорошим качеством остается картинка при цифровом зумировании. Это очень классно. И сохраненные видео, в качестве 1080p, но также видео в очень хорошем качестве. И вот продолжают приходить уведомления, фотоловушка работает и дальше. 10 секунд стоит записи, можно поставить
и больше. В настройках вот тут же зайти и переустановить длина видео. Давайте поставим 30 секунд, пускай пишет. Очень удобно все, сохранить не забываем жать. И есть вариант сохранить позже настройку или же сейчас. Успешная синхронизация. Очень все классно. Одно условие: качественный интернет мобильного оператора и качественный сигнал вместе установки устройства. И будет у вас эта система работать очень классно. Огромный плюс этой фотоловушки, что есть возможность уменьшить разрешение. Многие будут сталкиваться с некачественным мобильным интернетом мобильного оператора. Поэтому уменьшение разрешения поможет вам избежать вот таких вот моментов. Сейчас стоит в максималке, и долгий заход получается на устройство в 4К, когда разрешение 4К на камере стоит, и нестабильная работа. То есть фотоловушка самостоятельно будет работать, будет писать с этим разрешением на карту памяти, но чтобы зайти на нее удаленно через мобильный интернет, через плохой интернет, нужно будет попросту уменьшить качество. Вот в 2К я ставил, заходит 1080p, 2 мегапикселя, также заходит ночная картинка, и я скажу, что тут вау-эффекта никакого не будет, картинка равномерная по всей плоскости. Это огромный плюс. Вот эти невидимые человеческому глазу и животному ИК-светодиоды с длиной волны 940 нанометров, они имеют меньшую мощность и не такие дальнобойные, как обычные ИК-светодиоды с длиной волны 860 нанометров, те, что мы видим, как они светят, красные точки. Этих не видно вообще, но они и не такие мощные, да и фотоловушка не проектировалась на такое большое расстояние работы, чтобы работать на дальние расстояния. Вот на расстояние сработки датчика движения, ну и так и работают и светодиоды, где-то 15, максимум, наверное, 20 метров. Зашел в статус, видно, что батарея жрется прилично, но эта фотоловушка, вы должны понимать, что она не рассчитана на использование в оживленной области. Там, где постоянно ездят автомобили, там, где постоянно ходят люди. Не рассчитана на такую работу. Это будет у нее получаться постоянная работа. Туда уже ставите камеру, видеонаблюдение обычную, и ведется запись. Фотоловушка ставится в то место, где нужно кого-то обнаружить, определить, зафиксировать. Там, где нету часто такого движения, вот как городская улица. Соответственно, она будет чаще в режиме сна сидеть, и экономиться будет батарея. Но однозначно для использования этой фотоловушки аккумуляторы будут выгоднее, чем покупать постоянно батарейки. Все адекватно заполняется, сигнал, то есть приятная информация удаленно по ловушке. Заходишь и видишь, что нужно. Температура 35, но температура она показывает нагрев в себе, какой есть. Сейчас реально на улице плюс 18, она показывает 35 градусов. Ну, датчик не выносной, не внешний, поэтому так и происходит. Сообщения, уведомления приходят без всяких вопросов по движению. Заход на карту памяти, и здесь все моменты. Фото сразу загрузить, просмотреть, удалить за все время, и тут же дата, время есть, и видео файлы также можно скачивать также удаленно. Ну и качество дневной картинки, конечно, на высоченном уровне. Фотографии просто приятно вот так даже зумировать, просматривать. Очень классное качество и фото, и видео. По видео вообще смотришь, и вот кажется, что ну какая-то не камера наблюдения записывала это видео, а какая-то профессиональная видеокамера. Потому что реально качественное видео. На сегодня все. Фотоловушка в Украине. Кому нужна, ссылка в описании под видео. Кому с Алиэкспресс хочется заказать, то также на Алиэкспрессе они есть. Также я оставлю ссылку под видео. Телеграм заходите, телеграм-чат по видеонаблюдению, мой телеграм-канал. Инстаграм, Фейсбук, все ссылки в описании к видео.
В дороге много интересных камер видеонаблюдения. На все будут видеообзоры. Всем удачи, до следующих видео.